Идеальный десерт для истинных любителей шоколада. Идеальный десерт ко дню всех влюбленных. Идеальный десерт для всех, кто не хочет долго возиться с приготовлением. Раз, два, три, и десерт ресторанного уровня на вашей тарелке. Готовим шоколадный фондан, и если интересно, продолжайте смотреть. Всем привет! Я Галина Артеменко, и сегодня на повестке дня шоколадный фондан. Самый шоколадный десерт из возможных. Если 14 февраля со своим любимым вы собираетесь отпраздновать дома, приготовьте на десерт именно шоколадный фондан. Готовится он неприлично просто в течение нескольких минут. Я не люблю те рецепты, для которых нужно отдельно готовить сердцевину из шоколадного ганаша. Мне больше всего нравятся те варианты, для которых нужно просто смешать все ингредиенты для теста и не передержать фондан в духовке. Готовить шоколадный фондан удобнее всего вот в таких вот керамических порционных формочках. Банально удобнее его подавать. Вы просто переворачиваете все это дело на тарелку, и ваша шоколадная нежнятина не развалится и не повредится. Согласитесь, если вы готовите сразу несколько фонданов в форме вот такого плана, то риск повредить какой-то, как минимум один, 100% будет. Если же вот таких вот керамических формочек у вас нет, можно использовать какие-то керамические чашки подходящего размера. На 4 порции возьмите 160 граммов черного шоколада, 100 граммов сливочного масла, 80 граммов сахара, у меня кокосовый, но подойдет и самый обычный белый, 60 граммов муки, 4 яйца, а также немного масла и какао-порошка для отделки формочек. Формочки для выпечки смажьте сливочным маслом и щедро посыпьте какао-порошком. Делаем французскую рубашку только с какао. Порошок придаст дополнительную глубину вкусу корочки, но если эта горчинка вам не нравится, возьмите вместо какао муку. Удобнее всего подготовить формочки в начале приготовления, потому что весь остальной процесс занимает считанные минуты. Тесто, шоколад смешайте со сливочным маслом и растопите на водяной бане или в микроволновке. Я использую шоколад 74%. Будьте осторожны и не перегрейте шоколад, иначе он свернется. Я топила смесь в микре, и это заняло у меня 1 минуту, в середине которой я достала миску из микроволновки и слегка перемешала шоколад с маслом, чтобы нагревание шло равномерно. Вымешайте смесь до однородности. Вбейте в глубокую миску яйца и всыпьте к яйцам сахар. Напоминаю, что использую кокосовый, но подойдет и обычный. Кокосовый сахар дополнительно придаст карамельный оттенок вкусу фондана. Ссылки на несколько вариантов оставлю в инфобоксе. Перемешайте смесь до однородности венчиком. Теперь введите в яичную основу смесь из шоколада с маслом. Перемешайте. Масса станет вязкой и похожей на шоколад. Всыпьте в тесто муку, просеяв ее через сито. Перемешайте до полной однородности. Вылейте тесто в подготовленные формочки и выпекайте при температуре 210 градусов в течение 10 минут. Достав фондан из духовки, дайте постоять ему в формочке в течение 5 минут, после чего вы без проблем извлечете его из формы. Посыпьте готовый фондан какао, дополните фруктами или ягодами, а если чистый вкус шоколада вам захочется разбавить чем-то нежным, дополните его мороженым, густым жирным йогуртом или сливками. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, а в следующем видео я поделюсь с вами рецептами своего идеально нежного и идеально розового печеночного паштета. Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, и этот рецепт вы не пропустите. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».